Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о тех картах, которые, на мой взгляд, нужно бафать в Clash Royale. Ни одна из этих карт не играется ни в одной из колод игроков, которые находятся в топ-200 мира Clash Royale. А если посмотреть на статистику этих карт, то вообще можно всплакнуть. В общем, сегодня говорим о худших картах и о лучших колодах с этими худшими картами. Приятного просмотра, друзья! И, конечно, в первую очередь, на мой взгляд, нужно улучшить такое заклинание, как клон. Итак, клон. Клон — это то заклинание, которое, на мой взгляд, является худшим в игре, о чем я и говорил в видео с тир-листом заклинаний. Для тех, кто не посмотрел это видео, я рекомендую к просмотру. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Там вы увидите не только худшие заклинания, такие как клон, но и лучшие заклинания. Что ж, давайте сыграем с этой одной из самых худших карт в игре на данный момент. И затем я расскажу несколько мыслей по поводу того, как можно эту карту усилить. Вот такая колода игрока, который находится где-то в топ-400 или топ-500 мира. Интересное сочетание карт. Понятно, что это колода с выманиванием заклинаний всевозможных. Собственно, для этого сейчас клон играется, и в тот момент, когда соперник отдаст все заклинания, по идее, по задумке, нужно будет дать клон и дожать его. Единственное, что если у соперника будет палач или маг, или еще какой-то урон по области, который нельзя будет убить стрелами, то наша будет песенка спета, мне кажется. Тем не менее, давайте сыграем и посмотрим, на что вообще способен клон. Я давно не играл этим заклинанием. Может быть, слишком предвзятое у меня к нему отношение, и на самом деле это имба, но что-то мне подсказывает, что нет. Ага, у него огненная лучница, что является неплохой новостью для нас. Я думаю, что мы сразу же поставим адскую гончую и будем начинать атаку. Единственное, что зачем я ее так поставил, когда мог поставить иначе. Поставил так, как нужно ставить против канонира. Ошибка. Надеюсь, с громом сейчас я разменяюсь в атаке, и тогда меня, в принципе, это устроит. Я тогда смогу убить ордой миньонов его мега-рыцаря, а я и так смогу, кстати, убить, и это хорошо. Ага, разряд у него имеется. Теперь отдаем вот так вот летучих мышек, армию скелетов на Хога, естественно. И теперь мы знаем, что у него есть разряд, у него есть огненная лучница, у него есть громовержец. Это из вариантов ответа. Что же мне сделать? Давайте скинем шар, заставим его защищаться и тем самым докрутимся до Валькирии. Понятно, шар через огненную лучницу, кстати, нет, не долетит. Здесь не долетит, естественно. Можно дать стрелы, в принципе. Да, наверное, так и придется делать. Да. Отдаем стрелы, здесь как-то будем с летучими мышками дефаться. Естественно, у него есть разряд, мы об этом помним. И сейчас он пойдет в атаку с Хогом и даст разряд, скорее всего, в нашу армию скелетов. Поэтому как можно выше попробуем поймать его Хога, чтобы он не успел среагировать. Нет, он успел среагировать, к сожалению. Ну что ж, на двойном эликсире все наши шансы тогда. Единственное, что огненная лучница у него, по-моему, сейчас будет эволюционная. Клон мы еще не показывали. Собственно, до двойного эликсира чаще всего это заклинание будет бесполезным грузом лежать в нашей руке. Это обычная история. Валькирии дефаемся здесь. Отлично, что он отдал огненную лучницу, кстати, туда. Это прям очень хорошо. Закидываем сюда еще вот так вот. Стрелы я отдам. И здесь уже можно клонировать. Клонируемся. Докидываем летучих мышек. Вот что нельзя отнять у этого заклинания, так это удовольствие от его использования. Когда оно хорошо заходит, вот тогда прям очень приятно. Очень хорошо оно срабатывает. Но это редкий случай, скажем честно. Здесь, я думаю, нет смысла уже цепляться за эту вышку, а вот здесь мы уже задефаемся. Нет смысла также отдавать эту вышку. Ну что, я думаю, сейчас мы накинем снова ту же самую атаку, исполним. Шарик. Орда миньонов вот отсюда. Клон. Стрелы наготове. И шарик-то долетает.
И шарик-то долетает. И шарик-то приносит победу. Вот такая колода, друзья. Неожиданно, очень неожиданно. Ну и попытка снова очередная открыть сундук сейчас будет. Давайте сделаем это. А я и не ждал канонира. Я его уже давно не жду. Видимо, меня разработчики подталкивают к тому, чтобы я задонатил, но я пока держусь. Что ж, друзья, если говорить о том, как можно было бы усилить клон, хотя после этой игры у меня возникают сомнения, а нужно ли его усилять, я думаю, что все-таки нужно, потому что статистика не может врать, тем более это была одна рандомная игра, в которой, собственно, у моего соперника был только разряд. А были бы у него стрелы или торнадо или яд, тогда бы шансов у меня практически не было. Самый главный минус клона, на мой взгляд, это его стоимость. При стоимости в 3 единицы эликсира он очень легко и просто безболезненно контрится такими же заклинаниями за 3 единицы эликсира. А если надо что-то серьезнее, то за 4 единицы эликсира, и чаще всего это все окупается. Да, естественно, это окупается, потому что стоимость одинаковая, и никаких следов от клона не остается. Что предлагаю я? Попробовать сделать его стоимостью в 2 единицы эликсира. Получится контрзаклинание на вот эти заклинания. А что плохого? Лучше иметь абсолютно мертвую карту в игре или попробовать ее улучшить и посмотреть, что из этого получится. Мне кажется, что это повлечет за собой более частое использование таких карт, как Палач, Маг, Ведьма, возможно. Они хорошо то доконтрят клон, и тогда не надо будет прибегать к вот этим заклинаниям, популярность которых очень высока, что, собственно, и не дает играть вот этому заклинанию. Ну а вы обязательно напишите свои варианты изменения клона и вообще нужно ли его менять. Можете также предложить свои карты, на ваш взгляд, которые нужно улучшить. В общем, все обязательно, друзья, в комментарии. Далее очень непопулярное и слабое спам-здание Печь. Еще одна карта, нуждающаяся в усилении, это Печь. Ей также никто не играет в топ-200 мира, ее винрейт также ниже, гораздо 47, по-моему, даже процентов. Вот такая колода с печкой, друзья. В ней также присутствует клон, про который мы только что поговорили. Интересная дека, которой не хватает вообще заклинаний, которые наносят урон. Тем не менее, есть куча других карт. Стоимость средняя 4.1, в принципе, в рамках разумного. Так что я думаю, что колода на самом-то деле не такая плохая. Как минимум, пофаниться ей будет неплохо. Но печь точно надо усилять. Какой вариант ее усиления, скажу после того, как мы попробуем вообще все колоды в этом видео. Точнее, следующие 3, включая эту. Потому что речь будет идти не только про печь. Что ж, приступаем. Итак, можно сразу же поставить печь. Получается у нас такая Fireball бейтовая колода немного. То есть будет она выманивать фаер, яд, все вот такие заклинания. И за счет этого, в принципе, клон-то может сыграть. Посмотрим. Повезло нам, что мы играем против вышки 14 уровня. Это значит, что наша печь не уходит в пустоту. Так бы 15-е вышки ее отстреливали, и она была бы бесполезна. Что ж, давайте пробовать. Здесь я буду ждать, пока шарик выкатится на траекторию огня моей летучки. Добавим лучниц сюда. Взорвется ли бомбочка? Хорошо. Нет, хорошо, она уже не взорвется, к сожалению. Тем не менее, он отдал стрелы. Мы поставим вот так вот повозку с пушкой, я думаю. И здесь можно будет дать клон. После того, как он отдал стрелы, даже нужно, наверное, будет дать клон. Я, собственно, так и сделаю. Все равно сделаю, потому что, смотрите, моя пушка подъезжает. Раз выстрел, два выстрел, 3 выстрел. И в это время подходят лучницы. Да, я думаю, это того в целом стоило. Продолжаем напрягать его, сразу же ставим печь. Сейчас он снова будет ставить свою гончую. Мы за это время какой-то урон духами должны нанести будем. Давайте выставим заранее летучку. И если что, у нас есть лучницы. Да, собственно, лучниц сейчас будем ставить против его шарика. На этот раз чуть пораньше, вот отсюда будем стрелять как-то. Я думаю, что задефаемся и в этот раз. Да. И пойдем в атаку. Правда, у него сейчас будут варвары. Я, к сожалению, не успею склонироваться, я думаю, здесь.
Ну, здесь надо клонироваться, потому что варвары сейчас взорвутся они от первой бомбочки. Ага, и он ставит экстренно печь. Ой, печь, говорю. Экстренно надгробие он ставит, естественно. Ну, а мы что делаем? Мы делаем раз, два, и у него сейчас нет надгробия. Вынужден он отдавать стрелы, но получил большой урон, по-моему. Отдает фаербол здесь. А мы пойдем, я думаю, что летучка, гиг-скелет. Бочка со скелетами нужна срочно. Бочка со скелетами пошла. Здесь клон даем. Взрыв бомбочек. И не хватает заклинания, друзья. Как раз таки не хватает заклинания, которое могло бы добить, помогло бы нашим вышкам преодолеть вот эту защиту. Ну, печь, кстати, в этой игре-то сыграла не хуже остальных карт. Тем не менее, конечно же, вот такие колоды, опять же, с клоном, они, ну, чаще всего они не выигрывают. Потому что, видели, стрелы есть у соперника, все, клон не работает, клон отыгран. То есть я закидываю атаку из 6 единиц эликсира, грубо говоря, бочка плюс клон, он контрит это одними стрелами. И получает плюс 3 сразу же на одном размене. При этом я не наношу урон. Ну, короче, вы сами все видели. Вот это заклинание в первую очередь не позволило выиграть в этой игре. Был бы, например, тот же самый фаербол или яд, и я бы выиграл. А клон, ну... Хотя, благодаря нему я с самого начала нанес урон. Ладно, следующая карта. И это еще одно спам-здание, на этот раз хижина варваров. Я думаю, неудивительно, что спам-здания, такие как печь и хижина, попали в этот список. Никто ими не играет по объективным причинам, которые я назову чуть позже. Ну а сейчас давайте сыграем вот такой колодой с хижиной варваров, с вышибалой, дракончиком, мега-миньоном. Тяжеловатая колода, ее главный минус в том, что защита по воздуху, на мой взгляд, это вот эти две карты, до которых достаточно сложно будет крутиться, поэтому их надо будет аккуратно выставлять, если соперник будет играть с каким-нибудь шариком или с адской гончей, в общем, с угрозой по воздуху. Что ж, давайте приступим. Буду ли я ставить сразу хижину варваров? Да, наверное, нет. Наверное, вот особенно в такой ситуации я начну с дракончика. Хижину варваров приберегу на его какого-то танка. Да, вот он пошел танк какой-то. Варварскую бочку здесь дадим. И придется еще торнадо давать, наверное. Ух ты, у него еще ночная ведьма. Хорошо, конечно, что мой дракончик выжил. Да, слушайте, отлично, что он выжил, он мне очень здесь поможет. Единственное, недолго продлилась его жизнь, так скажем. Я думаю, что пойдем в атаку, потому что он сейчас все отдал, что мог, в свою атаку. О, заморозку у меня не хватит. Да, ну что ж, тогда провал. Итого, у него две ведьмы, пламенный голем. Интересное, конечно, сочетание карт. Хорошо бы мне в этой игре помог какой-нибудь яд, но яда нет. Давайте ставить вышибалу против его ведьмы. Наискосок ставим. Если он из-за вышки, я ставлю вышибалу вот из правого угла. То есть, чтобы он по траектории такой хороший заходил, получается. Ну, варварскую бочку тоже отдам, пожалуй. А теперь хижина варваров и дракончик. Это будет очень важная карта в этой защите. Я думаю, что даже вот отсюда начнем защищаться уже, да. Потому что дракончик, чем раньше начнет убивать все это, тем будет лучше. Торнадо, конечно, не хватает повыше уровня мне. Здесь дадим заморозку. Чтобы наверняка задефаться. Ну и в атаку сейчас переходить никакого смысла нет. Играем от защиты. На этот раз он из угла ставит ведьму. Я ставлю вышибалу чуть из-за вышки. В таком случае голема прям с моста втыкает мой соперник.
Варварскую бочку ждем до следующего спама скелетиков. Скидываем. Угу. Вот он клон у моего соперника на этот раз. И вот как он легко контрится заклинанием за ту же самую стоимость. А сейчас мы, конечно же, будем идти в атаку. По этой ли стороне? Я думаю, что да. Добавим мега-миньона. Добавим кладбу. Здесь заморозочку дадим. Ух ты. Не ожидал. Неожиданный неприятный сюрприз. И стрелы у него еще есть. Тоже неприятный сюрприз. Но мы ставим вышибалу, пожалуй. И даем варварскую бочку снова на ведьму его. Хижину варвара в защиту от голема. Идти в атаку сейчас, конечно же, нет смысла никакого абсолютно. А вот мега-миньоном разменяться с... Здесь придется дать торнадо с заморозкой. И варварскую бочку я тоже здесь скину. Дракончик нам сейчас поможет законтрить остатки этой атаки. Поможет же дракончик, да. Мега-миньона тоже поставлю, пожалуй, чтобы дракончик выжил. Хижина варваров опять. Можно было бы найти моменты как-то проатаковать по другой стороне, но какой смысл мне так рисковать, когда, собственно, все и так неплохо. Угу, я ждал, что он начнет играть более агрессивно. Молнию он отдает, здесь мега-миньон. И сейчас будем переходить в атаку. Вот сейчас именно хороший момент. Погнали. Заморозка наготове. Заморозка пошла, вышибала, кинул булыжник. Хорошо. Мы нанесли больше уже урона. И теперь снова защищаемся. Для этого нам очень нужен вышибала. Дадим торнадо уже сейчас. Заморозка наготове. Заморозка в карты поддержки, пожалуй, уйдет. Потому что здесь и так все в порядке. Даем в атаку кладбу. Заставляем его защищаться напоследок. Здесь торнадо. Ненужная, наверное. Но вышибалу в защиту. Не вышибалу, а этого в защиту даем. Варварскую хижину. И все-таки выигрываем. Да, сюда заморозку еще дадим. Ну что ж, вот такая тошнотная игра. Надо было в какой-то момент находить и перекидывать атаку на другую сторону. Он был бы удивлен. Ну, а так мы упоролись и долбились по одной стороне. Я, собственно, засушил игру. Что и надо было делать с этой колодой. Давайте рассмотрим еще одну худшую карту на данный момент в игре. Одну из худших карт. Я думаю, что вы уже догадались, какая это карта. Конечно же, это хижина гоблинов, которая также нуждается в усилении. Да, друзья, это еще одно спам-здание. Это хижина гоблинов. На этот раз вот такая колода с этой картой. Все эти колоды, кстати, со спам-зданиями отличает отсутствие тяжелого заклинания. Интересная особенность. Здесь снова у нас колода с кладбищем. На этот раз эволюция летучих мышек. Маленький принц и хижина гоблинов в защиту по воздуху, что, собственно, достаточно. Рыбак — это необходимая карта для того, чтобы подстраховывать хижину гоблинов, потому что хижина гоблинов против танков работает не так хорошо, как хижина варваров, например, или любые другие карты, карты зданий, которые более популярны в текущем мете. Я говорю о пушке, Тесле, башне бомбежки той же самой. Все они гораздо более популярны, потому что в защите они лучше себя проявляют, чем хижина гоблинов. Хижина же гоблинов — это ни туда, ни сюда карта, и сейчас она практически бесполезна. Тем не менее, вот такая колода с выманиванием яда или землетрясения, допустим, для того, чтобы потом реализовать кладбище в атаке. Давайте попробуем ей сыграть. Я уже сыграл этой колодой, друзья, но предыдущий соперник сдался, поэтому пришлось стартовать еще одну игру. Не думаю, что интересно смотреть на то, как ломаются вышки без сопротивления. Так что запускаем еще одно противостояние. По предыдущей игре ничего не могу сказать. Ничего не понял я с этой колодой. Ну что ж, тем лучше. Значит, будет две попытки понять, хороша она или плоха. Вот отдал, кстати, яд мой оппонент. Была бы у меня кладба следующей картой, было бы замечательно. Но у меня ее нет, поэтому не так все замечательно. Тем не менее, можем мы все еще докинуть сюда мышек, докинуть подрывника. Разряд у него имеется, к сожалению.
Давайте ставить опять хижину гоблинов. На этот раз против мини-пеки. И на этот раз, если он отдаст яд, у нас уже будет ответ в виде кладбы. Не ответ, вернее, а его наказание. Я здесь отдам стрелы. Не хочется, чтобы огненная лучница мне портила здесь. Все? Будет ли он отдавать сейчас яд? Нет, не будет. А разряд будет? Я прожму обилку, пожалуй. А он мини-генераторы ставит, ничего себе. Ну, это не очень хорошее решение, на мой взгляд, в такой ситуации. Давайте с подрывником здесь защищаться. Хотя нормальное решение, почему? Он же перешел в атаку в итоге. Будет сейчас мини-пека, поэтому рыбак сразу вытягивать. Ух ты! А это не мини-пека. Не похоже на мини-пеку, друзья. Какой-то обман. Ну что, заставим все-таки его отдать яд. Не хочет пока. Ладно, тогда стрелы и гигантский скелет не дойдет. Точно не дойдет здесь. Вот он яд отдал. Эта новость хороша. Подрывник наготове. Да, отлично, он атакует. Дает мне возможность сейчас задефаться хорошо. И перейти в атаку с кладбой. Кладба пошла. Летучие мыши. Стрелы наготове. Стрелы вот сюда отдам. Летучие мыши эволюционные. Прожимаем обилочку здесь. Вот он яд отдает уже в защиту. Но получает его вышка большой урон здесь. Отлично. Хороший размен получился. Здесь рыбаком будем контрить вот эту мадам. Напрягучую. Очень напрягучую. Добей. Не добивает рыбак. Ой-ой-ой. Вот это проблема. Это может быть проблемой. Но нет. У нас есть стрелы, которым мы сейчас добьем вышку. И это не будет проблемой. Кстати, как там получилось, что рейндж так снизился? Ну, имеется в виду, как... Кто нанес урон, что достаточно было стрелы вкинуть. Ладно, это уже не важно. Вот играешь этими колодами, и вроде как и все с ними в порядке. Но, друзья, стоит ими подняться повыше, и мы взвоим от того, как их все будут контрить с этими спам-зданиями. Вся проблема заключается, на мой взгляд, в том, что спам-здания очень легко контрятся вот этими двумя картами с добивкой вот этой картой. И это очень популярное заклинание, есть практически в каждой колоде. В Лиге Абсолютный Чемпион у каждого третьего игрока есть одно из этих заклинаний. Поэтому играть с этими зданиями будет себе в минус. Один из вариантов того, как их косвенно бафнуть, мне кажется, это понерфить урон вот этих заклинаний по вышкам. Не по зданиям именно, а по вышкам. Потому что они чаще всего играются как запасной план. В колоде с шахтером и ядом, например, яд вообще играется как основной вин-кондишн, потому что закидывается шахтер, туда сразу же яд, или иногда вообще яд, а потом туда шахтер, и вот таким образом заковыривается. Чтобы убрать этот тупой, на мой взгляд, геймплей, нужно занерфить урон яда и землетрясения по зданиям. Вот и все. И тогда вот эти спам-здания, возможно, за счет того, что эти два заклинания станут менее популярными, заиграют. Либо же как-то увеличивать урон, запас здоровья вот этих зданий. Дальше я не знаю уже, что с ними можно сделать, чтобы они заиграли. Поэтому жду ваших комментариев, ваших идей. Будет интересно почитать. Ну а напоследок еще одна из худших карт в игре на данный момент. И это что-то новое. Что-то новое, а именно недавно вышедшая эволюция Ледяного Духа. Да, друзья, ни одной колоды в топ-200 мира с эволюцией Ледяного Духа не используется. Сразу скажу, что мне кажется, единственный вариант, наиболее объективный вариант, точнее, его улучшения был бы увеличение радиуса вот этих взрывов, этих вспышек. Причем значительно, раза в 2 так точно я бы его увеличил, и тогда, может быть, карта будет более-менее играбельна. Самая лучшая колода, на мой взгляд, с этим ледяным духом эволюционным, бесполезным на данный момент, это колода Вайпера. Вот она на ваших экранах, и ей мы, собственно, и сыграем. Интересно будет почитать, опять же, друзья, напоминаю, ваши варианты улучшения всех этих карт.
Поэтому не забывайте оставлять комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, раз уж я начал такой разговор. Не нарваться бы на адскую гончую с шариком, но если будет просто шарик, то у нас есть ракета, в целом мы задефаемся. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты, мы вышли из бухты, получается. Ну давайте дефаться. Можно было крутануться до Хога, но нет. Уже не успел, поэтому давайте вот теперь пойдем Хогом в атаку. Или надо было активировать ГЗшку, наверное, да? Не знаю. Ну, сейчас активируем. Сейчас активируем против дровосека, так что нормально. Урона нанесли, конечно, меньше, чем наш соперник. Тем не менее, в целом пойдет. Активируем ГЗшку, теперь знаем, что у него голем. Зачем он так агрессивно играет, не совсем понятно. У нас имеется палач, гоблинами мы его подстрахуем. Разряд тоже был не очень удачный. И сейчас мы еще накопим на Хога, я надеюсь, или не успеем? Успеем, по-моему. Нет, не успели, к сожалению. Ладно, тогда с ледяным духом атакуем. Опа, а палач-то? Палач-то красавчик-то какой? И ледяной дух красавчик. А никто и не говорил, что ледяной дух не красавчик. Не красавчик только эволюция ледяного духа, а сам-то ледяной дух играется в большом количестве колод в топе мира. Но вот его эволюционный собрат оказался не таким удачным, не таким сильным, не таким нужным. В общем, во всех аспектах не таким. Да, естественно, он начинает новую атаку с големом. Мы же... Был вариант крутануться, на самом деле, до Хога и пойти в атаку. Но я думаю, что какой смысл, когда у него в руке есть эволюционные варвары, идти в атаку. Не эволюционные, вернее, а обычные на данный момент. До эволюционных он еще не докрутился. Сделаем так, сделаем так, сделаем так и сделаем вот так, я думаю. Давай, показывай свою мощь, эволюционный дух. Смотрите, подмораживает, что-то может. Да, хорошо. В этот раз хорошо прям. Ну и, собственно, ракета в ночную ведьму. Варвары? Нет, смотрите-ка. Ну, давайте вот так сделаем, чтобы наш палач пожил. На варваров предикт. Нет, не будет варваров. О, тогда это плохо. Ну, давайте Хогом защищаться. А чё нет? Хогом защищаться с торнадо и бревном. Слушайте, а мне нравится эта колода. Она мне нравится. Понятно, что если был бы эволюционный ледяной дух сильнее, с большим уроном по области, вернее, с большим сплэшом, то она бы мне нравилась еще больше. И еще большему игрокам, большему количеству игроков она бы нравилась. Играла бы чаще эта карта, и в топ-200 мира, может быть, кто-то использовал бы ее. Но пока нет. Хотя, возможно, вот в этом списке эволюция ледяного духа и... незаслуженно, потому что вот каждый раз я играю, и вот за одну единицу эликсира часто такие вещи творит, прям такие вещи творит, но баф не помешает. Я думаю, вы со мной согласитесь, друзья. Что ж, все эти карты мы рассмотрели. Есть, безусловно, еще карты, которые стоило бы улучшить. Пишите о них также, друзья, в комментариях. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.